Человеческая психика по сей день остается одной из самых больших загадок в мире. Сегодня я расскажу о нескольких хитростях взаимодействия с ней, которые помогут изменить качество вашей жизни. Относитесь к себе хорошо. Избегайте соблазна ругать себя за ошибки и прокрастинацию. Не обрушивайте на свою голову громы и молнии за срывы запланированных дел или проявленную слабость. Относитесь к себе с симпатией и прощайте недостатки, даже когда сделать это нелегко. Простив себя, вы запретите своему мозгу вступить на скользкий путь моральной поблажки, который ведет к дальнейшим срывам и усугублению прокрастинации. Научное объяснение. Термин «моральная поблажка» предложила профессор Стэнфорда Келли МакГонигал. Она провела ряд исследований, в результате которых выяснилось, что наш мозг под грузом вины особенно восприимчив к соблазнам. Дело в том, что мозг привязан защищать не только здоровье своего хозяина, но и его настроение. Пока вы виноватитесь, проклиная себя за лень и слабость, пока подбираете самые резкие грубые слова в свой адрес, пытаясь укрепить мотивацию, ваш мозг отчаянно ищет способы вас взбодрить, а самым приятным покажется, конечно, то, чего вы пытаетесь избежать. Ловушка халявы. В бутиках, салонах красоты, автосалонах, ресторанах и других местах активной траты денег вас может подстерегать очень распространенная ловушка – бесплатные услуги или небольшие подарки. Например, чашка чая, пока вы ждете своей очереди на стрижку мастера, конфеты в прозрачной вазе на кассе магазина, комплимент от шеф-повара, пока готовится заказ. Так, заведение формирует у вас так называемую лояльность к себе и своему бренду. Совет. Не берите ничего бесплатно, если не хотите потратить лишние деньги. Научное объяснение. Человек – социальное животное, нуждающееся в тесном взаимодействии с другим представителем своего вида. Механизм этого взаимодействия точен миллионами лет и прочно зашит в нашем мозгу. И одна из его составляющих – желание непременно отдариться в ответ на подарок или ответить услугой на услугу. Хотя вы и не осознаете своего долга, мозг расценивает неожиданную халяву именно как долг и заставляет чувствовать себя обязанным. Читайте понемногу. Это совет для тех, кто любит читать, но ему вечно некогда. Если вы никак не можете заставить себя начать читать книги, или, что бывает чаще, начинаете, но бросаете, не добравшись до конца, попробуйте старую и очень эффективную методику. Задайте себе число страниц, которое будете прочитывать в день. И пусть это число будет небольшим, скажем, 10 страниц, но ежедневно. Научное объяснение. Между вами и интересными книжками стоит страх мозга. Страх перед объемом предстоящей работы. Вы можете даже не осознавать этого, но мозг не приветствует долгосрочные проекты, на них тратится много энергии. Вы до бесконечности будете говорить себе завтра или решите читать по чуть-чуть. 10 страниц не испугают ваш мозг. Это немного, это совсем недолго, и чтение не успеет вас утомить. Тренируйтесь в уме. Визуализируйте навыки, которые хотите получить. Чем бы вы ни занимались, каких целей не планировали бы достигнуть, выделите время в течение дня и перед сном на практику визуализации. В подробностях представьте желаемое. Только не вещь, которую хотелось бы иметь, а умение, которое мечтаете получить. Научное объяснение. Визуализация – понятие, известное как специалистам в области работы мозга, так и широкому кругу людей. Способность человеческого мозга к обучению настолько велика, что даже простые представления желаемых действий заставляют его включать активность в тех зонах, которые отвечают за действия, совершаемые в реальности. Это касается любых действий, даже тяжелой физической нагрузки. Когда вы представляете, что, например, поднимаете штангу, требуемым мышцам приливает кровь. Мозг готовит их к нагрузке. Конечно, одним воображением вы мышцы не накачаете, но визуализация способна сократить ваш путь к мечте и укрепить мотивацию. Паралич анализа. Если вам предстоит сделать сложное дело, к которому вы не знаете, как подступиться, разбейте задачу на множество подзадач. Причем, чем мельче будут эти подзадачи, тем лучше. Например, вам нужно составить важный документ. Первый пункт может быть таким – сесть за стол. Второй – включить компьютер. Третий – открыть текстовый редактор. Четвертый – составить первые 2 предложения. Лучше всего записывать эти пункты, положить список перед глазами и последовательно выполнять действия. Вы не заметите, как втянетесь в процесс и дело будет сделано. Научное объяснение. Паралич анализа, информационная перегрузка – состояние, когда слишком долго и разностороннее обдумывание задачи приводит к тому, что рабочая память выключается.
прихватывая с собой ту область мозга, которая ответственна за силу воли – префронтальную кору. Известен способ обмануть мозг. Постарайтесь вовсе перестать думать о своем трудном деле как о собственном деле. А смотрите на него исключительно как на последовательность мелких, не пугающих рабочую память задач, каждая из которых будет обрабатываться последовательно. Положите на место. Хотите больше экономить, но любите гулять по магазинам? Гуляйте, рассматривайте витрины, но ничего не трогайте. И тем более не берите в руки. Еще раз, не прикасайтесь к товарам, какими бы интересными и привлекательными они ни казались. Это позволит вам без особых проблем удержаться от спонтанных покупок. Научное объяснение. На сцену выходит дофамин, гормон, который до сих пор кое-где, например, в Википедии, называют гормоном удовольствия. На самом деле дофамин – это гормон желания, а не удовольствия. Он заставляет вас хотеть, но не приносит чувства удовлетворения. Дофамин действует как морковка, закрепленная перед носом осла. Вынуждает бесконечно двигаться вслед за желаниями, но все время отодвигает награду. Возможно, вы замечали, предвкушение покупки вещи, которую вы давно хотели, всегда дарит больше положительных эмоций, чем последующее удовольствие от владения этой вещью. Закройте тарелку. Ориентируйтесь на чувство голода, не садитесь за стол, пока не проголодаетесь, и вставайте из-за стола, как только наелись, даже если в тарелке осталась еда. Если вы обедаете в компании и возможности сразу же закончить трапезу у вас нет, закройте тарелку, как только почувствуете себя сытым. Например, другой тарелкой или салфеткой. В крайнем случае, просто уберите свою тарелку из поля зрения. Это простой прием поможет вам не переесть. Научное объяснение. Любое сознательное волевое усилие, в данном случае перестать есть по достижении чувства сытости, совершается префронтальной корой головного мозга, вашим центром самоконтроля. В течение дня вы принимаете множество решений и делаете сотни мелких выборов, что надеть, каким маршрутом попасть на работу, что купить на ужин и тому подобное, что постепенно истощает ресурс префронтальной коры, утомляет ее, и ваша воля ослабевает. Помогите своей префронтальной коре. Убрав из поля зрения еду, вы остановите процесс выработки дофамина. Еду ваш мозг воспринимает как награду, но только тогда, когда вы ее видите и чувствуете запах. Когда вы сыты, запах пищи уже не кажется вашему мозгу таким привлекательным. Однако глаза продолжают передавать информацию о вкусняшке прямиком вашим дофаминергическим нейронам. Причем процесс этот совершается помимо вашего сознания и желания. Вместо того, чтобы напрягать силу воли, сознательно удерживая себя от доедания и переедания, просто спрячьте пищу с глаз долой и остановите выработку дофамина. Вам полегчает в считанные минуты. Приглушите свет. За час-полтора до сна приглушите свет во всех комнатах. Устройте в ванной комнате возможность переключения с верхнего яркого света на мягкий и неяркий. Например, поставьте там настольную лампу. Это невероятно простой прием улучшит засыпание и повысит качество вашего сна. Научное объяснение. Значение сна для различных систем организма трудно переоценить. Во сне вырабатываются гормоны, заживляющие пораженные участки ткани, способствующие росту и укреплению мышечной массы, уничтожению лишних запасов жира. Если вы придерживаетесь диеты, во сне интенсивнее всего худеете. Если занимаетесь спортом, во сне восстанавливается и укрепляется мышечная ткань. Если вы ребенок или подросток, во сне вы растете. И все без исключения люди во сне структурируют и архивируют полученную за день информацию, обрабатывают воспоминания, отращивают необходимые для развития мозга синапсы, связи между нейронами головного мозга. Мы, люди, ведем дневной образ жизни, поэтому мозг реагирует на свет как на день, а на темноту как на ночь. Приглушая свет, вы даете информацию «наступили сумерки, пора готовиться ко сну». В ответ мозг дает сигнал на выработку гормона мелатонина, регулятора суточных ритмов. Мелатонин, в свою очередь, разносит по всему вашему телу сигнал о начале подготовки ко сну. Метаболизм замедляется, так как вам больше не нужно добывать энергию для активных действий. Психические процессы также переходят в режим сна. Ну что ж, 8 секретов человеческой психики теперь совсем не являются секретами. Надеюсь, вышеизложенная информация была полезна для вас. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!